На наклонной плоскости с углом 30 градусов при основании лежит брусок массой 1 кг. Гиря такой же массы присоединена к бруску с помощью невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через легкий блок. Определите ускорение, с которым движется оба тела, и силу натяжения нити. Трением пренебречь. Есть брусок массой 1 кг. М1 равно 1 кг. Есть масса гири такой же массы. Допишем М2 тоже равно 1 кг. Угол наклонной плоскости альфа равен 30 градусов. Нужно определить ускорение, с которым движутся эти тела, силу натяжения нити. Угол наклона альфа равно 30 градусов. Здесь находится брусок массой М1 и через легкий блок перекинута невесомая нерастяжимая нить. И здесь висит гиря массой тоже М2, массой одинаковая. Рассмотрим силы, которые здесь действуют. Каждая из этих масс имеет, естественно, свою силу, свой вес. Определим этот вес бруска, который направлен вертикально вниз, как P1. Вес гири, которая направлена тоже вертикально вниз, вес, это будет P2. P1 равно М1 умножить на G, и P2 равно М2 умножить на G. Рассмотрим силы, которые действуют сначала на гирю, которая подвешена. В эту сторону действует сила веса этой гири, в противоположную сторону действует сила натяжения нити Т. Поскольку эти массы одинаковые, можно говорить о том, что все-таки движение будет в эту сторону, поэтому можно говорить на первом этапе о том, что вес гирь, масса М2 будет больше, чем сила натяжения нити, поэтому эта гиря будет двигаться вниз. Разница этих сил и даст ту силу, и эта сила даст, согласно второму закону Ньютона, ускорение для этой массы М2 для гири. Посмотрим, какое здесь будет распределение сил. Нить натянута с одной и с другой стороны одинаково. Сила натяжения нити одинакова. И там, и там. Она передается через неподвижный блок. Неподвижный блок силу натяжения нити не меняет, только меняет направление. Посмотрим, каким образом распределены силы здесь, на массе М1. Итак, вот ее вес. Вес можно распределить на две составляющие. Одна будет перпендикулярна плоскости, назовем ее N. Вторая будет горизонтальна плоскости, назовем ее F скачивание. Распределение этих сил и угол между этими силами можно подробно посмотреть в файле 0.0 Там доказано о том, что этот угол в распределении этих сил будет равен углу наклонной плоскости. Теперь вот эти две составляющие n, силу скачивания, можно определить из этого прямоугольного треугольника. Но f сила скачивания по модулю равна вот этому значению. Отношение n p1 будет что? Будет косинус вот этого альфа. А отношение силы скачивания p1 тоже будет синус альфа. Мы можем записать вот такие значения. n делить на p1 будет равно чему? Косинус альфа. f сила скачивания делить на p будет равно синус альфа. Отсюда можем определить n будет равно p1 умножить на косинус альфа, а сила скачивания будет равна p1, что умножится на синус альфа. В данном случае тело, блок не проваливается вниз, значит силу n будет компенсировать реакция наклонной плоскости, которая его удерживает. Поэтому для этой задачи, поскольку здесь трение не участвует, вот это значение будет, может быть, избыточное, но мы его записали так. Нас интересует сейчас сила скачивания, которая пытается сдвинуть брусок вниз. Она работает противодействие силы натяжения Т. Но поскольку здесь сила Т натяжения меньше, чем вес, будем говорить, движение происходит сюда. Сила Т минус сила скачивания и даст этому телу ту силу, которая будет делать ускорение для него. То есть, если мы запишем для этого узла вот этой системы, как будет двигаться тело, мы можем сказать о том, что сила Т минус сила скачивания, это что будет? Разница двух сил, это сила. Равна чему? Согласно второго закона Ньютона, она будет равно М1, что умножится на это ускорение. Сила скачивания у нас вот записана. Теперь для гири P2 является вниз. Против этого веса действует сила натяжения нити. Разница двух сил даст тоже силу. И эта сила будет, она, конечно, будет меньше, чем P. И разница этих сил даст ту силу, которая будет для тела М2 вызывать ускорение. Можем так записать, что P2 отнять сила натяжения нити будет равно М2, что множится на ускорение для них будет одинаковое, потому что они связаны нерастяжимой нитью. Теперь давайте подставим те значения, которые у нас сейчас здесь есть, немножко преобразуем эту систему уравнений. Смотрите, А одинаковое здесь, Т тоже одинаковое для одного и другого случая. Подставляем первое уравнение. Т отнять сила скачивания чему равно? P1 на синус альфа и равно М1, что множится на. Во второе уравнение подставим значение P2. Это будет М2G минус Т равно М2, что множится на. И теперь останется вместо P1 поставить вот это значение. Надо было сразу его поставить, но будем делать последовательно. Т минус М1G на синус альфа. Это вместо P1 мы поставили вот это значение равно М1, что множится на. Здесь М2G минус Т
равно М2 умножить на А. Массы здесь одинаковые. Я специально их обозначил разными индексами для того, чтобы было понятно, где мы, с какими силами, с какими массами мы работаем, чтобы их потом не перепутать. Ну, а в дальнейшем, если массы были разные, это было так, а в дальнейшем, если мы приведем к какому-то более-менее короткой записи, мы их определим как одинаковые массы. Что касается этих двух уравнений, мы знаем о том, что в алгебре, если к одному уравнению добавить и в левую, и в правую часть одно и то же самое число, то уравнение не меняется. Мы можем добавить одно и то же самое число. Где мы ее возьмем? Мы можем взять его из второго уравнения. Второе уравнение показывает левая часть равна правой части, значит числа эти одинаковые или выражения эти одинаковые. Можем добавить к первому уравнению второе уравнение. Добавляем. Что у нас получается? Переписываем первое уравнение t минус m1g на синус альфа, левая часть первого уравнения. Прибавляем вторую часть, левую часть второго уравнения. Плюс m2g минус t. Мы добавили как есть. Теперь прибавляем их правую часть. m1a прибавить m2. Смотрите, что мы можем здесь преобразовать. Во-первых, t тут с плюсом, тут с минусом, можем его просто закрыть. Здесь можно вынести за скобки a правой части, а здесь вынесем за скобки g правой части. Давайте перепишем его так, чтобы тут было сначала положительное значение, а потом отрицательное. Переставим местами, чтобы как-то было сподручней. m2g минус m1g на синус альфа. То же самое, только места мы их поменяли. Равно чему а выносим за скобки m1 плюс m2. Здесь можно g вынести за скобки. Выносим g за скобки, получаем m2 минус m1, что множится на синус альфа, и равно а, что множится на m1 плюс m2. Вот и подошел тот случай, что мы можем просто-напросто вместо значения m1 и m2 поставить значение m, которое для них одинаковое. Массы тут все по 1 килограмму, поэтому записываем это так. Gm минус m на синус альфа равно чему? Равно а, что множится на сколько? На 2m. Давайте теперь вынесем m за скобки. Получаем g, вносим за скобки. Единичка минус синус альфа, что множится на m. m мы вынесли за скобки. Надо было раньше, но можно и позже. Равно а, что множится на 2m. Смотрите, сократилось здесь m. Оказывается, ситуация в данном случае от массы не зависит. Зависит только от угла. А будет равно, на двойку надо поделить. 1/2 g, что множится на единицу минус синус альфа. Вот значение. Ну, теперь что нам остается? Теперь нам остается подставить значение синус альфа. А равно 9,8 g метров за секунду в квадрате. 1/2 надо записать. И здесь будет единичка. Синус чему равен? Минус 1/2. Равно 9,8 метров за секунду в квадрате. Умножить сколько? Тут будет 1/2 умножить на 1/4. Все это будет приблизительно 9,8 разделить на 4 будет приблизительно 2,45 метра за секунду в квадрате. Получили интересное значение о том, что массы, ускорение от масс не зависит. Но наверняка что-то другое же зависит. Давайте посмотрим. Для нахождения силы натяжения нити можно использовать любое значение. Но давайте здесь будем. Возьмем второе уравнение. Оно будет то же самое, такое точно. Получим результат, если мы будем использовать и первое уравнение. Но в данном случае у нас тут хоть син. Во втором нет синуса, поэтому будет легче считать. Берем второе уравнение. m2g минус t, m2 умножить на. Мы знаем о том, что масса-то у нас одинаковая. Переносим t в эту сторону, m2, а переносим в эту сторону. Оно принесется знаком минус, а это принесется за знаком плюс. Будет m2g минус m2a равно t. Выносим за скобки массу. Масса знает о том, что одинаковый g минус a равно t. t будет равно 1 килограмм, что множится на 9,8 минус 2,45. Размерность вынесем за скобки, потому что она одинаковая. Метры за секунду в квадрате. Перемножим это и получаем килограмм на метр на секунду в квадрате. Это у нас ньютоны. Будет t получится равно 7,35 ньютона. Ускорение, как обратите внимание, после решения наше не зависит от масс. А вот натяжение нити, вот вам зависимость натяжения нити. Масса-то осталась. Нить будет зависеть от этих масс. Будет масса другая, скажем, это 2 килограмма, тут 2 килограмма. Натяжение нити тоже будет другое. А вот ускорение будет одинаково. Так А будет равно 2,45 метра за секунду в квадрате. А натяжение нити для этих весов будет равно 7,35 ньютона.